Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня у нас 1 августа 2021 год. Это Киевская область, Украина. Я почему дата и все остальное? Потому что сегодня начинаю обработку от клеща вароа. И мне часто задают вопрос, чем я обрабатываю, как. В принципе, каждый год по-разному. И как бы универсального ответа тут нет. Каждый где-то ищет свой набор препаратов, свою систему обработок. И как бы постоянно она дает сбои. Почему? Потому что клещ постоянно привыкает к различным химпрепаратам, к обработкам и так далее, и так далее. Это так же, как мы колорадского жука не можем вывести. Постоянно каждый год новые, опять же, препараты покупаем, а он есть и есть. Также и клещ. Поэтому, значит, то, что у меня в прошлом году работало, постараюсь и в этом году. Немножко я чередую, меняю, но, значит, обрабатывать буду варулом. Там меня спрашивали. Варулом это производится, он в Украине. Так, тут это самое Харьковская область. Так, значит, одна полоска содержит 80 мг тауфлувалинат, то есть действующее вещество здесь тауфлувалинат. Здесь по инструкции производителя от 7 до 30 суток. На нормально развитую семью по 2 полоски. То есть я буду держать вот эти по 2 полоски 30 суток. После этого вот купил такие Варостоп. Это болгарский препарат, но я так понимаю, тут тоже дистрибьютор в Украине. Вот София, Болгария, зарегистрирован в Украине. И где-то я читал, что тут эксклюзивный дистрибьютор находится у нас в Броварах, Киевская область. То есть, я так понимаю, продают, делают все-таки в Болгарии. Вот. Пока до сих пор полоски нормальные. Единственное, что эти подороже. Эти 115 гривен, эти я не помню, то ли 55 гривен, то ли что-то так. Вот 10 полосок. Значит, эти тоже буду держать месяц. Тут по инструкции они 35 дней, но не более 6 недель. 35 дней. Я обычно месяц держу. Я купил еще бипин, тоже на всю пасеку, на 2 обработки. То есть получается август-сентябрь, и в октябре будут 2 обработки бипином, если будет более-менее нормальная погода. Но бипин это когда уже максимально, желательно, чтобы полностью вышел расплод. Хотя бы максимально вышел расплод. Там через неделю 2 раза еще обработаю бипином. Вот такая система обработок у меня. Вот такими препаратами. Но пока вот работает. И пройдем, я покажу, как я устанавливаю. Для меня чем хорошо, тем, что это очень быстро делается. Вот мне нравится, что это очень быстро. Вот обрезал. Здесь находятся такие полоски. Запах такой у них чувствуется явно сразу. Вот я сразу 2 достаю. Такие крепления, тут вот раздвигаешь такие лопасти, и оно сразу ставится. Там по между как-то там третий там какой-то. Я смотрю, тут дело в том, что не везде ее можно всунуть. И там, где расплод, и чтобы не вместе, а чуть подальше, хоть через одну, через 2. Вот так установил впереди у литка. Почему? Потому что наибольше тут пчелы движения. Если с задней стороны, там вроде меньше пчелы двигаются. Хотя, в принципе, можно и с той стороны ставить. И вот таким вот образом. Удобство в том, что очень быстро их можно установить. Вот крепление раздвинул, усики. И все, и где-то ставлю не в конце, а где-то 2 рамки, и ставлю полосочку. И где-то пару рамок с этой стороны, 2-3 пропускаю, тоже полоску ставлю. Вот таким вот образом. Значит, тут еще один нюанс. У меня вот есть остатки нуклеусов. Каждый нуклеус уже я там посоединял, и уже там в каждом нуклеусе такая мини-семейка.
Вот. И для того, чтобы обработать всю пасеку, а я не знаю сколько, может еще и 2, и 3 недели эти нуклеусы будут стоять, пока я куда-то маточку эту пристрою. Вот. Но пчел потом я буду перемещать сюда в ульи. И чтобы там тоже уже пошла обработка от клеща, то я в каждую ставлю тоже по одной полоске. Ну и вот покажу на примере вот этого нуклеуса, как я это делаю. Сколько тут пчел, сейчас мы это все посмотрим. Значит, вот объединенный нуклеус. То есть тут вот сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 мини-рамок. Вот. Ну вот посмотрим, сколько там пчел. Сейчас я... Ну, последняя рамочка такая. Вот вторая. С краю тут такая уже чуть-чуть медок. Вот тут уже пчелки пошли. Я просто показать, чтобы силу этой семьи. Что это за семейка? Ну, не семейка, это нуклеус. Вон там расплод, кстати, и маточка вот попалась. Вот маточка ходит. Вот. Плодная. Так. Тут. Идем дальше. Вот полностью закрытый расплод уже пошел. Вот, ну и так далее. Там можно он показать туда, он там дальше пошла ну, пошел нуклеус. То есть такая мини-семейка. Здесь рождаются молодые пчелки, то есть их тоже надо обработать от клеща. Почему? Потому что маток я потом забираю, а этих пчел и вместе с расплодом оставшимся я буду перемещать в ульи. Поэтому их тоже надо обработать. Поэтому я вот так вот беру одну полосочку и по центру вот таким вот образом чуть-чуть тут раздвигаю и ставлю туда полосочку. Вот так вот наискось. Вот так. Ставлю и задвигаю. Все, вот таким вот образом. И сейчас я все эти нуклеусы пройду, тоже расставлю полоски от клеща. Ну, ходят как бы разные, есть мнения насчет этих полосок. Срабатывают, не срабатывают. Есть подделки на эти полоски. То есть можно попасть на подделку, где-то подделок развелось очень много. Вот это хуже всего, когда попадаешь на подделку, ждешь. Тут уже не то, что денег жалко, а как бы ты ждешь, что оно сработает, оно не сработало. Время прошло, вот. Клещ доедает семьи проседают. Ну, вот это вот неприятно. Вот. А погубить семью с осени, если просела, а ей уже и проблемно потом перезимовать. Вот. Поэтому вот такие тут нюансы. Ну, как бы я на такие грабли наступал. Вот. Ну что, тут ничего не сделаешь. Надеешься, как бы, что оно нормальное и сработает препарат тот или иной. Ну, вот таким вот образом. То есть, то, что я хотел сегодня рассказать про свою систему обработок от клеща-вора. Вот то, что, ну, как на сегодняшний день. Опять же, препараты надо менять. Менять, чтобы действующее вещество постоянно было другое. Тогда клещ меньше привыкает. На этом все. Подписывайтесь на канал. Пока.